Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлых двух видео я вам показала, как связать все детали для будущего злого крыса. А сегодня займемся сборкой игрушки и сошьем все детали вместе, а также я вам покажу, как оформить зубки. Итак, приступим. Сначала пришьем ножки. Для этого приколем их английскими булавками к дну игрушки, таким образом, чтобы игрушка сидела устойчиво. При этом они должны располагаться под небольшим углом относительно друг друга. Сначала будем пришивать по этому краю. Для этого захватываем тело игрушки и захватываем петельки последнего ряда ножки поочередно. При этом хорошо затягиваем ниточку. Теперь вводим иглу в ножку и выводим ее с внутренней стороны между ножкой и телом. И будем пришивать по прямой линии ножку к дну игрушки. Захватываем для этого петельку тела и петельку ножки посерединке. Затягиваем. Подгибаем немножечко по ходу вязания ножку так, чтобы нам было удобно. Опять захватываем петельку тела и захватываем петельку ножки. Подгибаем ножку немножечко. Теперь делаем узелочек, хорошенечко затянув ниточку. Можно еще один сделать. И вводим иглу в основание узелка, выводим в ножки. Натягиваем нить и прячем хвостик. Вот таким образом мы с вами пришили ножку сначала по этому краю, а потом изнутри. Таким же образом пришиваем вторую ножку. Вот мы пришили две ножки. Игрушка сидит устойчиво, но тельце, спинка, немножко заваливается назад. Чтобы это избежать, необходимо правильно пришить хвостик. Приколем хвостик к дну игрушки
прямо вот так, перпендикулярно. Так как хвостик у нас гибкий, мы его не сильно плотно набивали, он согнется и будет держать ровно спинку, как надо. Начинаем пришивать. Вставляем ниточку в иглу. И теперь захватываем тело, захватываем последние петельки хвостика, затягиваем ниточку. И так действуем по кругу, пока не пришьем весь хвостик. Пришили хвостик. Теперь делаем узелочек и прячем ниточку внутри детальки. Теперь у нас игрушка имеет 3 точки опоры: ножки и хвостик. И сидит не только устойчиво, но и ровно держит спинку. Теперь займемся головой. Лишний наполнитель необходимо убрать, чтобы голова не была слишком толстой. У нас крыс и так получается упитанный такой. От головы у нас 2 хвостика. Хвостик от хлопковой пряжи мы прячем. Будем пришивать пряжей минк, чтобы шва не было видно совсем. Теперь присоединяем голову к телу таким образом, чтобы она располагалась под углом 45 градусов относительно ножек. То есть не вот так, не вот так, а именно вот так. При этом хвостик должен располагаться прямо около вершины тела. Глаза при этом должны быть симметричны. От расположения головы очень сильно зависит внешний вид игрушки, поэтому к этому надо отнестись ответственно. Прикалываем голову к игрушке с помощью английских булавок. Прежде чем пришивать, обязательно проверяем, ровно ли мы расположили относительно глаз, относительно ножек, относительно хвостика. При этом стараемся приколоть так, чтобы голова в области шеи не была сильно широкой.
из-за того, что мы вязали пряжей Минк, деталь сильно растягивается по краям. И если мы сделаем широкую голову, то получится очень некрасиво. Если нас все устраивает, то можно пришивать. Пришиваем так же, как и хвостик, захватывая петельку тела и петельку головы. И так идем по кругу, пока не пришьем всю голову. Начинаем пришивать. Вот я пришила голову. Посмотрите, я старалась пришивать, чтобы здесь сформировать подбородочек, чтобы голова не лежала под прямым углом относительно к телу, а вот немножечко заходила вот сюда. Вот как я пришила. Благодаря тому, что мы пришивали пряжей Минк, шва совершенно не видно. Если нам не понравилось место расположения, то можно в любой момент распустить и заново пришить голову. Меня все устраивает. Глазки ровненько расположены. Голова хорошо лежит относительно тела. Можно делать узелочек и прятать ниточку внутри тела. Вот посмотрите, как получилось. Теперь пришьем ручки. Приколем их к телу таким образом, чтобы хвостик от ручки находился между ручкой и телом. При этом ручки лучше расположить ближе к пузику. Они должны быть на одном уровне. Вот так. На одинаковом расстоянии от головы. Можно пришивать. Вставляем хвостик в иглу. Вводим в иглу в основание первой ручки, то есть туда, куда приколона первая английская булавка. Выводим ее с противоположной стороны ко второй ручке, туда, где расположена вторая булавочка. Теперь английскую булавку можно убрать. Захватываем петельку с внутренней стороны у второй ручки. Вводим иглу туда, откуда выходит ниточка, и возвращаем ее обратно. Английскую булавку тоже убираем.
Вот таким образом. Ой, у меня пальчик зацепился. Вот теперь у нас ручки висят на ниточках. Немножко подтягиваем, но не сильно, чтобы игрушка не перекосилась. Поднимаем первую ручку и захватываем петельку у первой ручки. Повторяем процедуру второй раз. Вводим опять иглу ровно в то место, где наши ниточки, выводим с противоположной стороны. Затягиваем нить, опять захватываем петельку с внутренней стороны второй ручки и возвращаем иглу обратно. Сильно стараемся не затягивать. Теперь можно делать узелочек. И прятать ниточку внутри ручки. Вот таким образом мы пришили две ручки, которые двигаются. Прежде чем пришивать ушки, необходимо их подготовить. Надо сложить их пополам, чтобы хвостик располагался чуть-чуть сбоку, и сделать пару стежков за оба края ушка. Чтобы ушко получилось вот такое. То же самое делаем со вторым ушком. Теперь пришьем ушки к голове. Приколем ушки к голове английскими булавками. Вот так они должны располагаться. Начинаем пришивать. Пришиваются они очень легко. Просто захватываем петельку у головы и захватываем петельку ушка. Затягиваем. Неудобно. Опять захватываем петельку головы и петельку ушка. Пришили ушко, ниточку пока не обрезаем. Пришьем второе ушко, убедимся, что мы все правильно сделали. Потом будем нитки закреплять и обрезать. Пришили второе ушко. Теперь закрепляем ниточки и прячем внутри головы. Вот таким образом у нас с вами пришиты два ушка. Теперь займемся кончиком носа.
Немного сдвинем наполнитель вглубь носика и присоединим кончик носа к голове игрушки. Будем пришивать. Пришиваем так же, как и хвостик, по кругу. Все, пришили носик. Можно делать узелочек и прятать хвостик внутри игрушки. Зубки я вырезала из белого фетра. Они такие закругленные. Высота их примерно 2 сантиметра, а ширина 1 сантиметр. Теперь их пришьем к игрушке. Берем крыса, присоединяем под носиком на небольшом расстоянии, при этом отодвигаем шерсть. Ровненько приколем их английскими булавками и проверим на симметричность. Теперь берем иголочку обычную, швейную, с обычной тоненькой ниточкой, с белой, и пришиваем через край оба зубика к голове. Сразу пришиваем и второй зубик. Убираем английские булавки. Смотрим, как у нас получилось. Если все хорошо, делаем узелочек. И прячем ниточку внутри. Вот мы пришили 2 зубика. Ну и последний, заключительный этап. Немного облагородим игрушку. Возле каждого шва, который мы делали, с помощью иглы подцепим шерсть и вытащим ее наружу, так как она неизбежно попадала под швы. Таким образом, наших шовчиков будет совсем не видно.
Делаем так около ножек, хвостика, ушек и кончика носа. Ну и можно немного начесать игрушку, чтобы шерсть лежала более ровнее и аккуратнее. Вот такой крыс, злой и страшный, у нас с вами получился. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!